Пять снимков, несколько разных концепций и новые герои, минус фотосессия королевской семьи, проведенная после крестин принца Луи Кембриджского, могла бы отразить лучшие традиции Виндзорской династии, если бы не одно «но». Ни на одном из новых снимков нет главы семейства, Ее Величества Елизаветы II. Ее отсутствие бросается в глаза сразу. Шутка ли, монархиня присутствовала на всех семейных общих портретах Виндзоров, сделанных по случаю какого-либо праздника, будь то королевская свадьба или крестины. Ведь, строго говоря, без Ее Величества семья, и не семья вовсе. О том, что ни Елизавета, ни ее супруг не будут присутствовать на крещении третьего наследника герцогов Кембриджских, мы узнали накануне самого мероприятия, когда Кенсингтонский дворец попросту не включил монархиню и герцога Эдинбургского в список ожидающихся гостей. Отсутствие Ее Величества и принца Филиппа на крещении несколько смутило обозревателей, появились даже предположения о том, что королеве снова не здоровится. Впрочем, вскоре Букингемский дворец сообщил, это решение было принято не по причинам, связанным со здоровьем. Оно было обоюдно согласовано королевой с герцогами кембриджскими некоторое время назад. Возможно, все дело в том, что та неделя и так выдалась для Елизаветы II крайне насыщенной. Так, монархиня присутствовала на параде в честь столетия основания Королевских военно-воздушных сил, РАФ, и даже приняла в Виндзорском замке Дональда Трампа. Справедливости ради отметим, что Луи Кембриджский – не единственный правнук Елизаветы, для чьих крестин монархиня не нашла время. Читайте также «Королевская кровь», все правнуки и правнучки Елизаветы II. Ранее Ее Величество, к примеру, пропустило обряд крещения Айлы Филлипс. С другой стороны, если Айлу и ее родители воспитывают вдали от протокола, то Луи – полноправный принц крови, пятый в очереди на престол. Монархиня исправно посещала крестины его брата и сестры. Так чем же ей не угодил третий наследник Кембриджских? Особенно если дело совсем не в здоровье. (1/2) Парадный портрет с крестин принца Джорджа. Парадный портрет с крестин принцессы Шарлотты. Возможно, досадное упущение можно было бы и устранить, если бы семейство Уильяма и Кейт, а также гости крестин переместились бы не в Кларенс-хаус, а, скажем, в Букингемский дворец, чтобы Елизавета и Филипп могли хотя бы поучаствовать в семейной фотосессии. Однако этого сделано не было. В отсутствие Ее Величества первый ряд на кушетке заняли 5 кембриджских, а центральное место второго ряда – принц Чарльз и король Миддлтон. Нельзя не отметить и появление новых лиц: жены принца Гарри, Меган Маркл, и мужа Пиппы Миддлтон, Джеймса Мэтьюза. С другой стороны, наивно было бы утверждать, что вновь прибывшие сместили королеву и принца-консорта. Или нет?
В конце концов, в Виндзорской династии ничего не происходит просто так, а, учитывая титаническую работоспособность Ее Величества, сложно избавиться от мысли, что Елизаветы нет на фото намеренно. Возможно, все действительно немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. К тому же, королева не совсем забыла о себе и косвенно все же присутствует на портретах. Присмотритесь, за спиной Майкла Миддлтона на первом снимке и за спиной у принца Гарри на втором. Это портрет Елизаветы, написанный известным художником Майклом Ноуксом в 1972-73 годах. Некоторые обозреватели уверены, на фотографии портрет висит на несколько дюймов выше, чем это было прежде. Не исключено, что на изменении расположения картины настоял фотограф Мэтт Холлиоук, дабы образ Ее Величества также присутствовал на портрете. Как известно, в свои 92 монархиня не может уйти на пенсию вслед за мужем, не позволяют законы, однако в ее праве начать постепенно отходить от дела и передавать пальму первенства более молодому поколению. Кристин и принц Луи – прекрасный для этого повод. Мальчик, скорее всего, никогда не займет трон, однако его персона так важна для британцев, во многом, благодаря популярности кембриджских в целом, что за его Кристинами, в отличие от той же Айлы Филлипс, следила полстраны. Таким образом, общий семейный портрет, как и более камерный, где нет Миддлтонов, демонстрирует добро монархини на плавное переключение всеобщего внимания на более молодое поколение семьи, где за старшего остается принц Чарльз, где перед нами стоит остепенившийся принц Гарри, где мы видим семейство кембриджских, которые когда-нибудь будут править королевством. Именно этим героям суждено взять на себя основной груз королевских обязанностей, и именно к ним подданные Ее Величества должны присматриваться все внимательнее. Читайте также, каким королем будет принц Чарльз, и почему он не уступит Уильяму. С точки зрения композиции, мы имеем дело с весьма распространенным приемом, призванным в данном случае показать преемственность поколений. Так, если взглянуть на парадный портрет, написанный по случаю 50-летия датского крон-принца Фредерика, то мы заметим, как с правой стороны, в зеркале, отражается портрет его матери, действующей королевы Маргареты. К слову, сам Мэтт Холлиоук, обсуждая работу над фотосессией, сказал: «Все были расслаблены и в таком прекрасном настроении, что работать было совершенным удовольствием». Надеюсь, мне удалось запечатлеть часть этой радости на своих фотографиях. Что же, кажется, автор снимка смог отразить и нечто большее. Фото: собака Кенсингтон Роял, Мэтт Холлиоук, Легион Медиа.